Всем доброго раннего утра. Прежде чем я подарю вам этот заговор, я хочу вас попросить открыть мою лекцию «Черти». Кто они? Ведьмина изба. Набираете и смотрите, чтобы не зацикливаться на этом, и чтобы вы всякие поповские сказки не вспоминали и не падали в обморок от ужаса, от того, что ой, к чертям, чертей призываем, какой ужас, кошмар и так далее. Черти. От слова чертог. Духи, которые спускаются из чертогов или от чертогов и охраняют природу, мироздание. Поэтому они изображались рогатыми, поскольку они природные духи. Природные боги, природные духи изображались рогатыми, намекая на то, что они оберегают лес, оберегают богатство мироздания, и они похожи на лесных обитателей, то есть рогатые, как олени, как иные млекопитающиеся, да? Иногда принимали вид хищников, но в основном их изображали именно рогатыми. Рогатость – это не говорит о сатанизме, дьяволизме и все такое. Это все пришло из мифологии. Например, в Библии нет никакого такого описания, что сатана именно рогатый и все прочее. Это из темных моментов, темных времен, когда все дохристианское или внехристианское выдавалось за сатанизм, от дьявола, от лукавого. И вот все эти природные духи, все эти представители чертогов, они их приписали туда. Но чтобы мы сейчас не зацикливались на этом, хочу попросить вас посмотреть мою лекцию, кто такие черти и что они себя представляют и почему они именно так изображаются. Итак, есть такое выражение, знаете, поймать удачу за хвост или поймать черта за рога, да, или схватить черта за рога. Это все говорилось о том, что если человек успеет договориться с ними и успеет коснуться их рожек, то есть рогов, определенными заговорами, определенными зазывами, призывами их призывали, а потом нужно было успеть схватить их за рога. И тогда человек был богат и получал все, что в жизни хотел, удачу, везение, деньги и так далее. Считалось, что черти обязаны дать этому человеку все, что он попросит, потому что у них такой закон, что их рога неприкасаемые. Если кто-нибудь смог коснуться, они обязаны выполнить его желание. И вот на основе этого родилось много ритуалов, заговоров, много этнических каких-то там поверий, много там народных ритуалов, где сказано было о том, что если уж не действительно в физическом плане можно схватить его за рога, но по крайней мере можно сделать символическое такой захват рогов. Схватить черта за рога, а значит удачу поймать. Понимаете? Кстати, отсюда и выражение тоже схватить быка за рога. Это тоже оттуда идет, просто немножко переделанный формат, что считается как бы подчинить себе силу природы, подчинить себе энергии природы. Так вот, я создала на основе вот этого вот, скажем так, поверья, что черта можно за рога схватить и получить удачу. Я хочу вам сказать, очень сильно срабатывает. Нужно разложить на алтарь деньги, украшения. То есть здесь ваша фантазия играет, здесь можно делать, как вы хотите, устроить каким образом хотите. Можно здесь, собственно, использовать, если так можно сказать, того самого чертенка, да, который я вам дала ритуал, связанный с чертенком. Честно, я уже забыла, как я написала, как я именовала, но я думаю, что вы найдете. И, значит, можно вот того самого чертенка и сюда
в этом ритуале использовать куколку или некоторые пишут, а вот есть у меня там чертик из керамики, есть из глины, есть там из металла и так далее. Можно, конечно, но лучше всего сработает, когда он приближенный к живому человечку, то есть одетый там или есть на нем вот это все, уже забыла, шубка его, да, шерсть и так далее. Чем он более похож на реального человечка с рожками, тем сильнее в него может вселиться тот самый дух, который вас будет слышать. Понимаете, как в древние времена, почему запрещалось, например, куклам рисовать глазки? Считалось, что чем сильнее он похож на настоящее существо, тем быстрее туда вселится некая сила. Поэтому постарайтесь для таких ритуалов, обрядов подбирать куклу, там, статуэтку и так далее, более похожую на реального человека. Итак, что для этого нужно? Я вам уже сказала. Ваши украшения можно, деньги. Можете кошель открыть, просто разложить деньги на алтарь, начитать. Неважно, может золотистая свеча, может подходит и красная свеча, и зеленая свеча. Здесь неважно. Здесь главное начитать над атрибутами богатства, то есть над золотом, бриллиантами, над камнями, над деньгами и так далее. И атрибуты богатства. Черная восковая свеча. Пожалуйста, не пишите внизу постоянно. А где найти, а что делать? Вот Google вам в помощь. Набирайте там восковые свечи и заказывайте. Именно черная должна быть. Вот так. И заменить нельзя. И не надо писать 100 раз, а можно другой. Не можно. Если бы было можно, я бы вам сказала сразу. Значит, в этом ритуале делается это вечером, кроме субботы и четверга. Любой другой день. Итак, берете, значит, это не имеет никакого отношения к христианскому эгрегору, кому-то еще. Это идет из язычества. Поэтому любой человек может выполнить. И прошу не задавать мне постоянно вопросы. Я христианка, мне можно делать, я мусульманка. Это язычество. Магия идет издревле. Это имеет древние корни. Она нейтральна от всех религий. Итак, значит, 6 раз нужно читать. Вот так нужно согнуть. Вот смотрите, зажигаете свечу. Потом делаете таким образом. И вот отсюда нужно, чтобы эта свеча вот так сделать, чтобы не пачкать. Вот подставите что-нибудь. Именно таким образом. Вот эти вот две части должны вот так гореть друг от друга. Я надеюсь, поняли. Держите в руках вот таким образом, как подкова и правильной формы подкова. Подкова тоже так должна висеть, как чаша, где наполняется вселенской энергией и деньги. Не наоборот. Вот так держите, читайте 6 раз. Потом нужно потушить пальцами и сохранить. Просто куда-нибудь уберите. Когда придет денежная сумма, вы от этого избавитесь. Можете выкинуть. Потом снова. Это нужно обновлять постоянно. Я вам еще раз говорю, денежные ритуалы, заговоры нужно постоянно делать, часто делать. Это самая капризная энергия, и она требует пополнения. Когда вам даются эти деньги, возможности, удача, фарт, неважно, у вас на радостях вы выплескиваете эту положительную энергию радости. И этим самым питаются духи, которые вам этот фарт дают. И для того, чтобы вы все время их питали, они все время вам будут это давать и дарить. Я надеюсь, понимаете, почему они вам дарят и помогают. Вы их питаете, они вам дают. Взаимовыгодный союз. В магии всегда так. Итак, слушаем. 6 раз читайте. Шел черт турецкий, салтан богатей, нес сундуки златом, да мешки с деньгами, да с заморскими дарами, с алмазом и жемчугами. Я свечу жгу, свеча горит и полыхает, огонь в ночи для удачи сияет, а я черта за рога поймаю, и злато, серебро себе забираю, а деньги себе в кошель собираю. Эх ты, черт турецкий, салтан богатей, твое богатство от тебя отлепится, и ко мне, имя Инге,
прилепится, да будет мне фарт и быстрые деньги, заклинаю. Кто-нибудь скажет, почему черт турецкий и так далее. Это древний, очень древний дух, очень древняя сущность. К нему обращались, считалось, что он казначей, что он отвечает за деньги, что он даритель денег и так далее. Поэтому именно его здесь призываем, именно его рога символически держим в руках. Шел черт турецкий салтан богатей, нес сундуки златом, да мешки с деньгами, да с заморскими дарами, с алмазами, да жемчугами. Я свечу жгу, свеча горит и полыхает, огонь в ночи для удачи сияет, а я черта за рога поймаю, и злато, серебро себе забираю, а деньги себе в кошель собираю. Эх ты, черт турецкий салтан богатей, твое богатство от тебя отлепится, и ко мне инги прилепится, да будет мне фарт и быстрые деньги, заклинаю. Шел черт турецкий салтан богатей, нес сундуки златом, мешки с деньгами да с заморскими дарами, с алмазами да жемчугами. Я свечу жгу, свеча горит и полыхает, огонь в ночи для удачи сияет. А я черта за рога поймаю, и злато, серебро себе забираю, а деньги себе в кошель собираю. Эх ты, черт турецкий, салтан богатей, твое богатство от тебя отлепится, и ко мне инги прилепится, да будет мне фарт и быстрые деньги, заклинаю. Шел черт турецкий, салтан богатей, нес сундуки со златом мешки, да мешки с деньгами, да с заморскими дарами, с алмазами, да жемчугами. Я свечу жгу, свеча горит и полыхает, огонь в ночи для удачи сияет, а я черта за рога поймаю, и злато, серебро себе забираю, а деньги себе в кошель собираю. Эх ты, черт турецкий салтан богатей, твое богатство от тебя отлепится, и ко мне инги прилепится, да будет мне фарт и быстрые деньги, заклинаю. Шел черт турецкий салтан богатей, нес сундуки со златом, да мешки с деньгами, да с заморскими дарами, с алмазами, да жемчугами. Я свечу жгу, свеча горит и полыхает, огонь в ночи для удачи сияет, а я черта за рога поймаю, и злато серебро себе собираю, а деньги себе в кошель собираю. Эх ты, черт турецкий салтан богатей, твое богатство от тебя отлепится, и ко мне инги прилепится, да будет мне фарт и быстрые деньги, заклинаю. Шел черт турецкий салтан богатей, нес сундуки со златом, да мешки с деньгами, да с заморскими дарами, с алмазом, да жемчугами. Я свечу жгу, свеча горит и полыхает, огонь в ночи для удачи сияет, а я черта за рога поймаю, и злато серебро себе забираю, а деньги себе в кошель собираю. Эх ты, черт турецкий салтан богатей, твое богатство от тебя отлепится, и ко мне инги прилепится, да будет мне фарт и быстрые деньги, заклинаю. Вот вы начитали? Ай, все. Вот так. Ждите, пока полностью погаснет. Вот таким образом храните. Теперь те женщины, которые говорят, вот я там не работаю, муж работает, сын, а как сделать, за них проводить? За них не проводим. Проводим за себя. И поскольку в доме у вас мужчины работают, то придет через мужчин вам деньги в дом, в семью. Какая разница? Это же ваш общий бюджет. Матери семейства, когда проводят, у их детей тоже удача начинается. Запомните это. Вы через кровь, через генетику, вы имеете право, как вам сказать, делая для себя, переносить это все на своих детях. Вам не обязательно говорить, я за них делаю, за этого, за кого-то делать нельзя. Можно только тогда, когда я дарю и объясняю, и говорю, почему можно в этом случае. А в основном вы сами должны просить. Но даже если вы не работаете или работаете, неважно, чем чаще вы будете делать, тем больше в вашей семье будет удача. У ваших близких и родных, кто с кровью с вами связан. Ну и не только с кровью. Может быть, и невестка есть, может, и ребенок есть усыновленный. Неважно. Ваши родные, близкие начинают получать эту удачу через вас. Вы проводите, это идет на всю семью. Надеюсь, теперь поняли. Всем удачи, всех благ. Проводите, просите и получайте.